Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я хочу приготовить старый добрый мясной рулет с яйцом. Этот рецепт уже знают многие, но я решила, так сказать, пройти материалы еще раз и повторить свой вариант приготовления этого вкуснейшего рулета. Ну а перед тем, как начать просмотр, если вы не подписались еще, обязательно подпишитесь, поддержите мой канал. Ну что ж, поехали! Подробный рецепт со всеми ингредиентами, как всегда, в описании под видео. Мне нужен фарш, у меня говядина и свинина 50 на 50, одна крупная луковица, хлеб и чеснок. Хлеба должно быть примерно 30% от общей массы мяса. У меня 2 булочки примерно по 70-80 грамм. Для большей сочности я полью хлеб молоком, чтобы он набух и набрался влаги. Фарш, как вы видите, я уже пропустила один раз через мясорубку. Я его буду пропускать второй раз вместе с другими продуктами. Затем я добавляю в фарш одно яйцо, солю и перчу его. Также добавляю специю для шашлыка. Все перемешиваю ручками хорошо в однородную консистенцию. А к этому времени яйца уже должны быть сварены вкрутую. Подбирайте количество яиц по форме вашей формы для запекания. То есть у меня, смотрите, если учитывая бортики рулета, влазит 4 яйца, поэтому я сварила 4. Теперь я выкладываю фарш на фольгу и начинаю формировать тонкий прямоугольник. Я захотела сделать рулет потоньше, поэтому толщина фарша составила примерно 1,5-2 см. Главная задача в приготовлении мясного рулета, чтобы фарш был липким. Поэтому если фарш плохо держит форму, не хочет никак лепиться и такой, знаете, неоднородной структуры получается, добавьте туда лучше водички холодной или молока. Теперь нужно выложить вареные яйца. Выкладываю я это все посередине прямоугольника и немножко присыпаю яйца крахмалом. Это нужно для того, чтобы яйца сцепились с фаршем и при нарезании никуда не убегали, не выпрыгивали из рулета. Теперь я начинаю формировать, собственно, сам рулет. Это будет просто тем, кто делал хотя бы раз дома у себя роллы. Технология приготовления примерно такая же. У меня в процессе приготовления осталось немного лишнего фарша, поэтому я из него потом пожарила котлеты. Теперь я заворачиваю мясной рулет в фольгу и формирую такие хвостики, как у конфеты. Рулет, как скалку, я прокатываю по столу, чтобы он приобрел цилиндрическую форму. Ставлю рулет в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 50 минут, час. И если вы хотите, чтобы рулет приобрел красивый золотистый загар, его можно намазать соевым соусом. Примерно за 10 минут до готовности покройте рулет соусом и поставьте снова в духовку. Этот шаг не обязательный, но так рулет будет смотреться более аппетитно. Вот такая аппетитная красота у меня получилась. Рулет очень вкусный, сытный, смотрится необычно, как раз для праздничного стола. Тем более совсем скоро светлый праздник Пасхи, поэтому я надеюсь, этот рецепт поможет вам и разнообразит ваш праздничный стол. Если вам понравился мой вариант приготовления мясного рулета с яйцом, обязательно ставьте лайк, пишите свои комментарии, мне очень важно ваше мнение. И, конечно же, всем приятного аппетита, пока-пока!